Всем привет! Это канал Энергия Человека. Я ведущий Крутов Сергей. Небольшое отступление от того, что я хотел сегодня рассказать. Я просто вам скажу то, что бывает там со звуком, там что-то проблемы и с другими вещами. Но это не важно. Я делаю то, что делаю для людей, которые готов помочь. В общем-то, кто это воспринимает в штыки, там что-то я что-то делаю не то, пусть делает сам и пробует сам делать. Если у него получится лучше, я буду за него рад. Вот и все. А я рассказываю и показываю те вещи, которые, возможно, помогут людям. Возможно, если люди смеются над тем, что я делаю, пусть так и будет. Я смеюсь над тем, что они не видят и слепые. Вот скажу так. Пусть это будет грубо, но это так оно и есть. Потому что не видя энергетики, значит, люди не понимают, и которые люди не видят чего-то подобное, они понимают, что что-то либо человек врет, либо что-то неправильно делает там, ну и им думается, что он какую-то фигню несет там и всякую ерунду. Вот что я хотел сказать, в принципе, перед тем, как рассказать вам про то, что хотел сегодня говорить. Да. В общем-то, ладно, на этом остановимся. Не буду дальше расширять эту историю и разговор. Тот, кто меня смотрит, тот смотрит, и я думаю, не обидится и в дальнейшем будет смотреть на мои слова, которые я сейчас сказал. Вот. Поэтому говорю про сегодняшнюю историю. Сегодня я хотел рассказать вам про такое дело, как нирвана, и в некоторых вещах говорится, это наивысшее развитие человека, которое может быть происходить на Земле. В некоторых случаях, да, оно звучит нирвана, в других случаях по-другому. В каких других случаях мы будем рассказывать позже, я расскажу про это, допустим, православие будет по-другому звучать. Но сегодняшнее дело именно про нирвану, а именно это последний этап развития. Как бы это седьмая точка, седьмое тело, которое развивается, в общем-то, на Земле. Почему нирвана? Потому что это абсолют того, чего мы себя берем. То есть мы создаем сами себя, я как и говорил, буду говорить, создатели мы сами. Мы принимаем негатив, мы делаем негатив, мы делаем хорошо, мы делаем разные вещи и создаем свое тело, как мы хотим. Кому-то лучше, кому-то хуже, кому-то нравится, что-то переделаем постоянно, все это делаем для того, чтобы сделаться лучше, возможно, для себя, прежде всего, а не для окружающих. Но во многих и для окружающих думают, что мы это лучше. Поэтому то, что достижение нирваны, это абсолютно такое дело, когда мы соединяемся с абсолютом энергии, которая дает возможность необычайной. До этого достижения это нужно еще дойти, потому что не каждый человек может это сделать. Из всех людей, кто это достигал и достиг, это, конечно, высшие. А высшие были не так и много. Например, несколько человек, которые могу сказать, это Иисус Христос и Будда. Да, это точно. Люди, которые достигли нирваны, соединения на Земле с Богом. Неважно, в какой религии они были, неважно, в чего они верили. Важно то, что они именно верили в это Бога.
у этого Бога. Все, и они делали так, как знали нужно. Они получили множество знаний, которые могли творить здесь, на земле. И для людей, которых в те времена, возможно, это было чудо. На сегодняшний день, возможно, это не будет чудо. Мы уже, в общем-то, перестали верить в чудеса, перестали верить тем людям, которые могут помочь, которые делают те же вещи, как Иисус Христос или другие, которые пытаются помочь, пытаются сказать, пытаются сделать многие вещи для того, чтобы человеку дать возможность. Да, сначала эти люди отрицают все это, неправда, и все это делают. Но потом, что потом? Потом происходит то, что те же самые люди, которые плевали, которые накидали грязь на этого человека, который занимался этим, ему все равно, он знает, он спокоен, как я. И они приходят к этому человеку за помощью. Почему так происходит? Потому что они понимают, что он может им помочь. Вот в чем интерес. А нирвана — это все то, что дает соединение. Ты просто влился, ты одно целое этой энергии. Ты питаешься со всего, все соединилось в тебе. Питаться энергией можно везде, всегда. Вы сейчас подумайте, что я чушь, я несу опять. Скажете там, что я несу. Но оно так есть. То, что вы не видно, не значит, что его нет. Если вы не видите воздух, кислород, как вы можете говорить, что его нет? Если он есть, вы не видите атома, а он есть. Вы не видите дальние звезды, но они есть. Вселенная, кто живет там, возможно, но оно есть. Можно перечислять бесконечную историю. Поэтому скажу вот такой небольшой рассказ про это нирвану, которая немножко, конечно, отличается от самой истины. Но мне кажется, я вам доношу до того, что последний этап развития вы должны просто воспринимать все так, как будто всегда вы идете с энергией постоянно. Но, конечно, это только избранные смогут достичь нирваны. Я надеюсь, кто-то, кто смотрит, возможно, достигнет, если действительно будет развиваться и практиковаться в духовном практическом занятии. Да, это очень тяжелый путь. Всегда будет говорить, что это неправда, всегда будет говорить, что ты фиговый, всегда будет говорить, что ты занимаешься ерундой и многими другими вещами. Но этот путь нужно пройти, если вы хотите действительно достичь наивысшего, чего можно достичь здесь, на земле. Да, именно так. Вот теперь думайте о том, стоит ли этот путь проходить от начала до конца, от физического до нирваны. Либо вы остановитесь на каком-то определенном пути и все. Либо вы соединитесь, сольетесь с Богом. Выбор ваш, конечно.
Но не думайте о том, что если вы сойдете с Богом, конечно, не нужно воспринимать это суицидом и другими вещами как подобное. Это не так. Это не так. Вы никогда не сможете быть с Богом, если вы этим сделали. Вот и все. Это я просто вам серьезно скажу. Просто занимайтесь развитием энергии, духовности, духовных практик. Вот в таком случае вы сможете достичь божественности. Надеюсь, я вас сегодня не слишком загрузил такой тематикой и такой мрачностью. Но я хотел вам рассказать про последний этап. Кто не смотрел меня раньше и сейчас смотрит, новый зритель, обязательно посмотрите старые мои видео, старые плейлисты, возможно, новые плейлисты, которые создаются. Обязательно вас зацепит какое-нибудь видео, и тут не сложно подписаться на мой канал. Также подписывайтесь на остальные соцсети, которые я вам предлагаю в описании. А с вами был, как всегда, Крутов Сергей. До новых встреч. Всем пока.